Всем привет! Записываю видео опять для новичков, потому что появится много людей в комментариях, которые будут писать: ЛПТ я зашел, как вы думаете, что будет дальше? Также вы видите этот очень большой процент, который обычно и ведутся новички. Они видят 30-40%, некоторые успевают зайти на низах и не дергаться, и получить какой-то процент, плюс там 20%. Это те, кому повезет. Давайте посмотрим, кстати. Вот сейчас 26%, кстати, вот эта свеча 26%. То есть, зайдя здесь, вы могли получить 17, 12 и 26. Грубо говоря, 22, ну, около 50%. Вот эти две свечи. Зайдя внизу. Но никто в основном не заходит вот здесь, потому что, видите, тут такая консолидация, очень такая, наверное, противная. И тут тоже проценты минус 5%, минус 5%, плюс 1, плюс 4, минус 3, минус 5. А здесь почему-то никто не хочет заходить на такие вот монеты, и все ждут, когда же будет памп. Все вот охотники за пампами. Ну вот посмотрите. Вот 2 месяца прошло, плюс 119, плюс 268. В этом и кроется, в принципе, успешный успех, который все ищут. В чем он кроется? В том, что люди, которые покупают валюту в долгосрок, они в основном выигрывают. Но опять, если вы купите долгосрок вот здесь вот в долгосрок, это будет, я думаю, глупо. Потому что цена и там идет, понятно, падение какое-то время, фиксация тех, кто зашли внизу, которые ждали несколько месяцев. И многими ситуациями в трейдинге управляют именно люди с деньгами, потому что они и делают такой импульс вверх цены, и где-то они еще раз поддерживают для того, чтобы пропампить цену и показать вот среди всех криптовалют 120%, что вот вы смотрите, какой большой процент. Давайте заходите, все, кто не умеет торговать, давайте заходите, отдавайте свои деньги. И потом люди начинают в Ютубе, в Телеграме писать: ЛПТ прогноз, или ЛПТ дальнейшее развитие ситуации, или когда ЛПТ станет $200, или ЛПТ упадет, или что делать дальше. Ну, в общем, смысл такой, посыл их, что они, не зная трейдинга, заходят в криптовалюту и, ну и все, и остаются без денег. Если вы натянете фибу, то тогда у вас как раз будет примерно вот 98-97 значения. Там будет либо проторговка, либо коррекция. Если повезет, мы пойдем на следующий уровень фибы. Но, как вы видите, уже началась коррекция, и здесь 26% это амплитуда движения этой свечи, и видимо 14%. То есть цена уже просела на около 10% минус, и здесь еще минус 3,49%. Что бы я порекомендовал новичкам, так это то, что когда вы заходите на такие волатильные валюты, вам необходимо работать со стопами. В случае, если цена пойдет на несколько процентов вниз, то смысл здесь торговать. Особенно на споте вы не можете шортить эту криптовалюту. То есть вы только можете смириться с минусом. Либо, если вы заходите по-умному, не на всю котлету, как говорят, а покупаете частями, то откупая внизу эту валюту, вы тем самым усредняете свою позицию. Если вы зашли на самом АТХ монеты $101, допустим, на $100, и купите в этом уровне еще на $100, то ваш безубыток будет примерно в районе посередине между этой ценой и этой ценой. Это важно. То есть, если вы купили бы на $200, здесь зашли на 100, а здесь купили на 200, то таким образом у вас бы безубыток был на уровне уже не в половину, а чуть ниже половины. Но это в случае, если тренд у нас восходящий, у нас еще нету разворотной модели, когда цена уже пошла отсюда вниз. То есть, когда у нас цена, здесь у нас будет зона сопротивления, и мы идем вниз, тогда в таком случае докупать здесь, вот в этом уровне сейчас, не стоит. И докупать нужно только тогда, когда вы видите тренд восходящий, это канал, и нисходящий, это смотрим мы час. Если посмотреть 15 минут, мы видим уже минус 5%.
Если провести здесь линию, то примерно отскок будет отсюда сюда. Но на сколько процентов тоже нужно смотреть, поскольку у нас есть канал, вот этот канал, вот он, восходящий канал пока. Если мы пробиваем эту линию и эту линию, то, скорее всего, у нас уже будет разворотная модель, и будет мы снижаться. И тогда у нас будет нисходящий канал и со своими уровнями. Но в вашем случае, когда вы торгуете на споте, ваша задача тогда покупать здесь внизу и продавать, когда цена пойдет вверх. Это понятно, элементарно. Пишем другую валюту, которая тоже хорошо росла. Их, в принципе, несколько. Это КП3Р. Она сегодня очень тоже хорошо выросла. С 11 часов утра плюс 12%, небольшая коррекция, плюс 14% коррекция, и плюс 6, плюс 11, плюс 4 и плюс 8. То есть суммарно у нас получается, что с утра цена выросла на 27, ну и примерно на 12. Да, если это взять суммарно. Если взять дневной таймфрейм, мы увидим то, что у нас есть, как же так нарисовать, у нас есть уровень сопротивления примерно вот в этом уровне 0,92. Историческая цена этой валюты была 20 БНБ за 1 КП3Р. Но поскольку цена, как вы видите, пошла очень-очень сильно вниз, потребовалось очень много времени, то есть получается цена упала полностью 2/22, то есть в феврале, и была на этом уровне несколько месяцев, то есть больше полугода. И теперь цена выросла на 68%. Здесь она выросла на 82, то есть был такой памп валюты. И вы видите, это листинг был КП3Р 11.02. Я думаю, что я запишу еще несколько видео похожих, только в приложении, где мы проанализируем разное появление валют и их движение. И как видите, при листинге цена скаканула на 188, и, скорее всего, она сразу упала. И следующая неделя она еще упала. Потом третья неделя после листинга поднялась на 145, коррекция 67, еще раз на 158, плюс видимая часть 2%, минус 19% видимая часть и 52% это общая свеча, минус 36, минус 59. То есть у нас месяц цена на эту криптовалюту падала. Далее 3 недели она росла. И опять больше месяца падала на очень большие проценты. То есть суммарно, если посмотреть максимальный месяц, у нас есть листинг, где, как мы говорим, цена падает в основном. Потом следующая неделя рост цены до 20, это 238%. И видимая часть сразу снизилась до 15%. Третья неделя уже можно было заработать 73%. И спад на протяжении 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев. Вот вы скажете, когда вы начинаете покупать криптовалюты, после листинга вы реально рискуете. Нужно торговать на валютах, которые не волатильные, и учиться. Когда есть проторговка и консолидация, когда вы понимаете, что вот у нас есть коридор, в котором есть минимум, максимум цены, и вы можете таким образом научиться в это время. Когда вы заходите на такие валюты, которые начинают пампиться, ну вот ваша потеря. Вот ваш вроде бы искусственный или теоретический заработок и реальная ситуация. Вот минус. То есть на валюте такой можно заработать, но этот тренд у нас нисходящий. И на споте заработать на таком тренде можно, если видишь движение цены, когда вы уже в материале. Здесь у нас есть тоже рост, вроде как есть рост. 170% это очень много. И 150% это тоже очень много. Но как видите, у нас есть следующая неделя, которая сейчас. Мы выросли на 62%. Вроде бы есть куда еще расти, но не все так просто. Потому что, еще раз посмотрим один день. Мы дошли, первое, вот несколько дней мы падали, мы быстро выросли, и где быстрый рост, там может и быстрое падение быть. Поэтому такие валюты берут и заманивают, скажем так, вас в эти валюты. Здесь у нас есть зона сопротивления, как я уже сказал.
Следующая зона, скорее всего, будет максимум вот этой свечи, ну или проторговка в районе $1, 1 BNB и 1.13. То есть у нас сопротивление будет здесь. Также у нас будет поддержка где-то в районе 0.78. Это локальная поддержка. Если мы ее пробьем на сегодня, то тогда мы можем опять, вот мы поднялись, у нас одна свеча и пошли вниз. То есть поднялись и пошли вниз. То же самое может быть. Мы поднялись и пошли потихонечку вниз. И LRC, да, и LRC. Выросла она сегодня очень хорошо. Рост он начал с 10-28. Все это время она, в принципе, росла. Здесь была коррекция после нескольких дней роста. Здесь у нас тоже идет рост. Коррекции еще не было, поэтому скоро будет коррекция. Если посмотреть, давайте месяц, у нас эта валюта была, листинг этой валюты, у нас 126% полная свеча и видимая 37%. То есть было тоже движение вверх и быстрая коррекция. Далее видимая 111% и общая свеча 145%. Это значит на 30% где-то. Далее у нас коррекция 71%, видимая 48%. В общем, почему я люблю постоянно смотреть на то, что было раньше, какие проценты были. Это важно. Важно иметь понимание, какое АТХ было монеты. Важно понимать на сегодняшний момент, это нисходящее или восходящее движение. Какая у нас была, в каком районе консолидации, да, какие уровни у нас есть, какой объем продаж и покупок. Потом нужно смотреть также на параметр RSI. Нужно смотреть и параметр MACD, MA, среднескользящее. Эти все параметры в куче нужно собирать и смотреть на графики, как они торговались и что нужно делать дальше. Мы в нашем канале рассказываем вам про нашу торговлю, как мы разгоняли с $1 более $3000, получили профит. Это было тяжело в плане, нужно себя обуздать, да, свои аппетиты, потому что в каком-то моменте ты понимаешь, что о, классно, ты с доллара сделал там $1000, и ты думаешь, сейчас можно все это ускорить, и можно тогда поставить большое плечо и поставить там, как я ставил, $500 при 125x. Это раньше у меня было, и я понимал, что очень большие потери, потому что волатильность, я попадал на монеты, которые очень сильно тогда были волатильные. Рост ее, я за минуту зарабатывал $500, $1000, но и за минуту, после того, как я не мог остановиться, я эти все деньги и сливал. Поэтому, когда вы видите такой рост бешеный, и если у вас есть возможность торговать этой валютой на фьючерсах, ни в коем случае не ставьте большие плечи и большую маржу. Если вы ставите большие плечи, тогда ставьте минимальную маржу для того, чтобы хотя бы понять, получается ли у вас заработать. Потому что, поверьте, заработать можно всегда успеть в любом положении рынка. Либо он когда падает, либо когда он растет. Важно понимать, чтобы вы понимали, где заходить, где выходить и какой у нас идет тренд. Потому что когда вы идете против тренда, скорее всего, вас вынесут. Вот 100%, да, у вас будет профит, но это профит на удаче. Поэтому я вам рекомендую начать читать, открыть книгу, начать изучать материал, потому что, как я уже говорил, без этого вы будете постоянно в поисках, постоянно в прогнозах, постоянно залезать на раскаленную сковородку и потом пытаться из нее выбраться. Это у вас будет постоянно, пока вы не возьмете себя в руки и не начнете изучать материал, становиться профессионалом в этой деятельности, потому что в любой деятельности, как вы понимаете, если вы не профессионал, значит на вас будут зарабатывать деньги или вы будете где-то делать чужую работу. Поэтому развивайтесь на нашем канале. Вы можете сразу же подписаться, поставить лайк. Очень много материала, нашу торговлю, наше видение мы рассказываем в телеграм-канале. Внизу под ссылкой, под описанием будет информация. Переходите, есть много приложений, много видео. Пересматривайте и не делайте больше глупостей. Не торгуйте, если вы не знаете, на волатильных валютах. И обязательно, когда есть листинги, не нужно в них участвовать, если у вас нету монет до листинга. Если вы их купили до новостей или до листинга, или вы участвуете в лаунчпаде, вот как раз фан-токена футбольного клуба, участвуете в этом лаунчпаде, и вы получаете монеты, тогда вам, естественно, нужно не проспать продажу, и вам листинг очень как раз кстати будет. Но если вы будете в первой минуте на листинге покупать, то тогда, скорее всего, вы останетесь без штанов. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.